гонка, она не обязательно. Сегодня я на природе, в парке. Всем привет! Сегодня хочу записать более длинное видео, потому что давно не записывала, и потому что мне хочется об этом тоже поговорить, о проблеме фокусировки, о том, насколько сейчас соцсети и бесконечные алгоритмы, они, мне кажется, очень вредят нашему вообще уже ментальному здоровью и вот этой способности фокусироваться на чем-то одном, фокусироваться долго. То есть я это стала замечать по себе, даже потому что больше стала снимать тоже с этих коротких видео. Как бы мысль уже мы начинаем привыкать к этим фразам, как бы на 1 минуту, на 3 минуты, каким-то очень коротким, отрывистым мнением. Все такое клиповое. Вот это клиповое мышление, это уже даже не клиповое мышление, это уже вот это мышление рилсами. Оно меня реально напрягает, потому что я считаю, что нужно замедляться, нужно идти как бы для сохранения своего здоровья, своего мышления, своего искусства, чтобы оно шло вперед и развивалось. Я понимаю, что да, есть вещи, которые вот просто время меняется, и ты не можешь ничего с этим сделать, да, сейчас вот с AI, с ИИ, искусственный интеллект, да, я все хотела снять видео на эту тему, но я понимаю, что, наверное, я еще не сформулировала это в нужном каком-то виде, и каждый день есть какие-то новые мысли, и каждый день, то есть это мнение, оно как бы уже устаревает, поэтому в любом случае я, конечно, за вообще, в принципе, конечно, такое более аналоговое существование, и мне нравится эта тенденция, когда сейчас как там где-то, да, создаются офлайн кафе, где люди занимаются какими-то простыми вещами, или мы просто возвращаем себя, да, намеренно к каким-то очень простым практикам, как ведение дневника, то же самое рисование, да, в блокноте, что-то делать руками, что-то делать не в цифровом формате, а хотя бы в виде хобби. Я считаю, это важно. И особенно важно для творческого человека, потому что вот это вот ускорение и цифровизация абсолютно всего, она, мне кажется, все-таки вредит немножко. В этом есть много плюсов, естественно, но вот я говорила о потере энергии в одном из видео последних, и сейчас хочется поговорить о том, как наполняться энергией. И вот я понимаю, что мне прям каждый день необходимо слияние с природой, вот постоять около дерева, посмотреть на растения, просто побыть вот среди вот этих звуков. Это может быть просто парк. И, в общем-то, даже не обязательно, да, если есть возможность быть в парке, не нужно даже никуда ехать специально. Я считаю, нужно максимально в каком-то смысле идти против течения, вот в плане не поддаваться этой панике, что все сейчас там все захватит AI, и нет смысла, да, что-то там рисовать, придумывать. Вот он там сканирует работы художников, обучается на них. Но это не важно, мы все равно невозможно заменить человеческое существо вот на 100%, невозможно сымитировать, синтезировать наше мышление, наше сознание, именно человека, нашу интуицию и нашу какую-то непредсказуемость. То есть все равно человека, даже самого предсказуемого, невозможно предсказать на 100%. Поэтому почему я все больше тоже нуждаюсь, я думаю, в природе, как и многие, как и все, я думаю, что потому что здесь мы действительно мы приходим к какому-то опять равновесию и пониманию, что вот эта гонка, она не обязательно. Не обязательно вообще мыслить вот какими-то
какими-то моментами конкуренции. Не обязательно бояться, что не будет работы, не будет денег, все пропало. То есть нужно как-то нужно уметь себя вернуть вот в это изначальное состояние такого природного человека, в хорошем смысле, чтобы просто не поддаваться вот этому давлению, оно какое-то очень сильное, я его ощущаю довольно сильным, если вот поддаваться вот этому потоку информации, бесконечным рилсам, бесконечным там новостям или еще чего-то. То есть здесь нужно что-то выстраивать внутри себя, какой-то такой стержень, который не будет давать вам возможность спокойно воспринимать происходящее вокруг себя и спокойно делать то, что вы хотите делать в плане искусства, в плане работы,